Мы продолжаем цикл видео о предсказаниях, и сегодня в выпуске обсудим будущее России и мира в предсказаниях знаменитого на весь мир афонского старца Иосифа. Именно к нему в греческий монастырь Ватопед стремились тысячи паломников. Многие приезжали не за предсказаниями, а просто посмотреть на старца. Его лицо своей благодатью освещало всех присутствующих. Добрый и приветливый взгляд 85-летнего монаха Иосифа так и остался запечатлен в памяти тех, кому посчастливилось встретиться с ним. Однако, если бы люди знали, что он способен видеть и откуда черпает свои пророчества, они изумились бы его способностям. Иосиф Ватопедский был рожден на 7-м месяце беременности и долго не подавал признаков жизни, не двигался и не дышал. Мама мальчика уже отчаялась, но через 10 минут маленький Иосиф будто бы ожил. Иначе как чудом это не назовешь, ведь не так уж много подобных историй в жизни. Будучи совсем молодым юношей, в 16 лет Иосиф отказался от всего мирского и начал монашеский путь, более никогда не отходя от своего выбора. Он не умел читать и писать, но это не помешало монаху написать 16 книг и восстановить из руин монастырь Ватопед. Все происходило само собой, всегда находились те, кто готов был помочь в его благих делах. Дар прозорливости блаженный Иосиф обрел еще в молодом возрасте, совершая многочисленные монашеские подвиги. Ему являлись святые и рассказывали о будущем, будто бы передавая через старца свои слова, предупреждая людей. Даже после кончины Иосифа Ватопедского случилось чудо. 1 июля 2009 года, через 1,5 часа после ухода из жизни схимонаха, его лицо открыли в последний раз и увидели, что на нем показалась блаженная улыбка. Известен интересный факт о жизни монаха. Каждый раз, причащаясь, с ним случалось нечто необычное. Из глаз афонского старца будто бы ручьем текли слезы. Говорили, что это слезы очищения от грехов всех тех, кто рассказывал о них святому старцу, просил помощи и раскаивался. Так Иосиф Ватопедский брал на себя все горести и грехи, несчастья людей, а потом просил за их спасение. Через него очищались души, и это лишь один из немногих подвигов старца. Иосиф Ватопедский всегда говорил: смысл жизни любого человека на земле – это исполнение заповедей. Крепким в вере подается дар исцеления, а тщательным по отношению к совести – пророчество. Пророчества старца Иосифа о России и мире достаточно конкретные и подробно описывают будущее. Что касается политики, он рассказал, что между Турцией и Грецией разразится конфликт, который впоследствии превратится в войну между Россией и Турцией, где победят русские за короткий срок. Многие греки, русские и сербы, по словам старца, выйдут добровольцами и окажутся в числе пострадавших, но это очистит их души, таково их предназначение на земле. Турция изначально захватит большую часть территории Греции, получив негласную поддержку от США, так как именно масоны из США подтолкнут Турцию к таким действиям. Старец видел тьму, покрывающую Ближний Восток и Балканский полуостров. Только серьезное вмешательство России поможет грекам освободить свои земли. Пока будет твориться неразбериха, Россия спасет миллионы греков, открывая для них свои земли. Далее США, по предсказаниям Иосифа Ватопедского, совершает серьезный шаг, присоединяясь к турецкой стороне.
ЕС также выступит на стороне захватчиков, но уже конкретно против России. Папа и Ватикан станут рассказывать всему миру, что во всем виноваты православные раскольники, и тогда начнется невообразимое. «Огонь с неба будет падать на людей», — говорил афонский старец. США пострадает сильнее остальных и буквально лопнет, как воздушный шар. Римская католическая церковь навсегда потеряет свое влияние. Греки вернутся в Константинополь спустя 600 лет, как его покинули, и это год 2053. К тому времени влияние России на мир станет решающим. Сильнейшее и могущественное государство в мире. Не будет ей равных и по духу, и по военной мощи, и по уважению среди других стран. Правитель России – самый великий и уважаемый лидер, при котором страну ожидает великий рассвет. Не будет бедных, не будет недовольных, все будут мечтать стать частью России. Так можно описать ее будущее. Многие турки впоследствии примут православие. Кто-то вернется жить в пустыне, кто-то с радостью продолжит жить уже на греческой земле. Иосиф Ватопецкий называл огромные потери из-за противостояния стран, и это 600 миллионов человек. Они окажутся в тупике и в положении, выхода из которого не будет. Русским достанется меньше всех остальных, так как грамотное руководство и политика лидера сделают свое дело. С дней Великой Победы начнется принципиально новая жизнь. Несколько стран полностью исчезнут с карты Земли. Народы России и Греции будут действовать как одно целое. Тяжелые и всемирные события, по словам монаха, уже на подходе. Территория бывшей Византийской империи станет полем битвы. Спаситель знает, что главной скрытой целью агрессоров будет исчезновение православия. Но Бог этого не допустит, и в конечном итоге каждый получит по заслугам. Согласитесь, что звучит довольно интересно и логично. Насчет огня с небес, тогда вероятность такого действительно велика. Другие провидцы описывали огонь и жару на земле как результат непредвиденных катаклизмов. Может, они просто неправильно трактовали свои видения, и виной всему будет как раз реальное противостояние. Как дополнение ко всему, старец Иосиф описывал голод в Греции, сильнее по масштабам, чем было в период 41 года. Россия докажет свое величие множеством спасенных жизней. Греки исполнятся вечной благодарностью к русским, многие из которых готовы будут героически приходить к ним на помощь. Обнищает мир любовью, единодушием, целомудрием. Главенствующие лица удалятся от града, говорил другой афонский старец, преподобный Нил Святогорец, упоминая все тот же огненный град. Далее, по предсказаниям святого старца, на карте Земли в результате этого противостояния образуется одна новая страна, и это как минимум. Армении посчастливится вернуть некоторые свои земли. Границы многих стран между собой будут стерты для свободного перемещения людей. А вы что думаете о предсказаниях старца и верите ли в то, что такое будущее для России и мира возможно? Пишите свои мысли в комментариях и, пожалуйста, оцените это видео, поставьте ему лайк или дизлайк. Это очень важно для наших авторов, которые работают для вас. Подписывайтесь, чтобы увидеть больше новых роликов. До встречи!